Этот полицейский после изнурительной 12-часовой смены наотрез отказался бросать собаку. Но он и не подозревал, что этот акт непоколебимой преданности делу приведет к невероятной цепочке событий, которые удивят миллионы людей. Когда Конни Джонсон пришла в тот день на работу, у нее была совершенно особая цель. Она была менеджером по социальной защите в SPCA во Флориде, и бывали моменты, когда она сталкивалась с душераздирающими вещами. Но на этот раз она была шокирована, увидев щенка, спящего на одной из скамеек в зале ожидания, а рядом с ней полицейского, все еще в форме. Мужчина просто отказался оставить собаку, которую привел, несмотря на то, что они оба были измучены. Фотография, которую сделала Конни, шокировала бы миллионы людей, как и история, стоящая за ней. За несколько дней до этого офицер Карим Гарибальди только что закончил чрезвычайно утомительную 12-часовую смену. Это была одна из тех ночей, когда жизнь бросает на тебя все, что у нее есть, и он был измотан. Было 7 часов утра, его смена закончилась, и он мечтал о приятном, теплом душе и мягкой постели. Но он не знал, что столкнется с еще одной очень опасной ситуацией, прежде чем доберется до дома. Когда он собирался сесть в свой личный автомобиль, вмешалась судьба, и он случайно уронил ключи. Наклонившись, чтобы поднять их, он внезапно осознал, что заставило его остановиться как раз в тот момент, когда он собирался сесть в машину. Его усталый мозг внезапно отметил, что под автомобилем он заметил что-то странное. Он снова присел на корточки и увидел под одним из колес маленький свернутый шарик. Ему пришлось лечь, чтобы достать его. К его удивлению, свернутый шарик на самом деле оказался щенком. От одной только мысли о том, что могло бы произойти, если бы он не заметил щенка и просто уехал, у него по спине пробежали мурашки. Маленькая собачка, по-видимому, была помесью боксера и питбуля. Ранее сообщалось, что она часами бродила по улицам. Ее тело было очень холодным, и он быстро завернул ее в одеяло и отнес в свою машину. Она возвращалась домой вместе с ним. Было субботнее утро, и некоторые ветеринарные пункты в этом районе были закрыты. Первый. Обзвонив всех, до кого смог дозвониться, он попытался выяснить, не пропал ли у кого-нибудь щенок. У щенка, которого позже назвали Хоуп, не было ошейника, поэтому найти его семью было непросто. Но офицер Гарибальди был полон решимости сделать для нее все, что в его силах. Он не собирался расставаться со щенком, несмотря на то, что отработал 12-часовую смену. Но в тот день он не смог найти ее семью. В ту ночь ему пришлось вернуться на другую 12-часовую смену, и дома не было никого, кто мог бы присмотреть за щенком. Это была одна из главных причин, по которой офицеру Гарибальди приходилось постоянно напоминать себе, что он не может терять надежду. Она слишком часто оставалась одна. Лучшее, что он мог сделать, это помочь ей найти свою семью. Тем временем он взял ее с собой в полицейский участок и оставил с кем-то из диспетчеров, а сам отправился на работу. В воскресенье утром он забрал щенка к себе домой и снова попытался найти его хозяина. Но у него все равно ничего не вышло, и после того, как он немного отдохнул со щенком, ему пришлось вернуться к еще одной 12-часовой смене. Это был уже третий случай за 3 дня, продолжавшийся всю ночь. Должно быть, он очень устал. Но поиск хозяина щенка по-прежнему был в его приоритете. Именно тогда один из его коллег заметил, что ему, вероятно, следует осмотреть щенка и убедиться, что он здоров. Становилось ясно, что он тоже не собирается искать свою семью. Возможно, пришло время расстаться с ней.
Лучшим решением было бы отдать ее в приют, где знают, как ухаживать за щенком. После своей смены он отвез ее в SPCA во Флориде на обследование. Одного вида усталого полицейского, который пришел с крошечным щенком, было достаточно, чтобы растопить их сердца. В приюте предложили оставить Хоуп и присматривать за ней. Если оставить ее там, у полицейского будет время пойти домой и отдохнуть. Он сделал достаточно. Но офицер Карим Гарибальди был против всего этого. Он не хотел оставлять собаку даже после очередной ночной 12-часовой смены. Он хотел, чтобы она чувствовала себя в безопасности и не позволял ей оставаться совсем одной, пока они проверяли ее состояние. Им пришлось подождать, пока приедет ветеринар, и только тогда началось обследование. У нее обнаружили клещей, а затем им пришлось сдать анализ крови и все другие анализы. Они тщательно обследовали ее, и, несмотря на все это, офицер Карим Гарибальди не терял надежды и дарил ей всю любовь, на которую был способен. Он позаботился о том, чтобы она никогда не чувствовала себя одинокой. В перерывах между обследованиями их двоих попросили подождать на скамейке в комнате ожидания. Ветеринары должны были проверить результаты и посмотреть, нужно ли провести какие-либо другие анализы. Пока они ждали, и мужчина, и щенок заснули. В этот момент их заметила Конни Джонсон и сделала трогательный снимок, от которого миллионы людей потеряли дар речи. Она объясняет, что увидела их, и заявила, что он был измучен. Щенок был измучен, а они спали. Это был один из тех моментов, от которых просто захватывает дух. Он был полон решимости помочь ей. И даже когда потребовалось несколько часов, чтобы ее выписали, офицер Гарибальди остался рядом, потому что он не думал о том, чтобы вернуться домой и лечь спать. Он думал о том, что он мог бы сделать, чтобы помочь этому щенку выжить. Это была единственная причина, по которой он не бросал ее. Серьезно, милая. Поистине удивительно видеть, как глубоко он заботился об одиноком маленьком щенке, который даже не принадлежал ему и которого он не мог оставить у себя. Офицер Гарибальди собирался позаботиться о том, чтобы ее любили за то короткое время, что она была у него. Следующей задачей было проверить, здоров ли щенок, есть ли у него микрочип и семья. Были и хорошие новости, но были и плохие. Хорошей новостью было то, что помимо клещей, Хоуп была здорова. Поскольку микрочип не был найден, не было и признаков наличия семьи. Это означало, что щенок все еще был бездомным. Она могла бы остаться в приюте, и они могли бы попытаться найти ей хороший дом. Решение о том, оставлять ли ее там, зависело от сотрудника. Он знал, что не сможет оставить ее у себя, и ему придется вернуться на работу в тот вечер. Было бы лучше и практичнее всего оставить ее в приюте, но он просто не мог этого сделать. Мысли о том, что она останется одна в крошечной клетке, было достаточно, чтобы разбить ему сердце. Поэтому они оба отправились вздремнуть домой, а потом пришло время снова возвращаться к работе. Эта ночь обещала быть долгой. Он отвез Хоуп обратно в полицейский участок, чтобы пообщаться с диспетчерами, пока он будет дежурить. Ему повезло, что у него было время вздремнуть перед своей первой сменой. Разговор был долгим. У них была куча неотложных дел, и у него не было времени расслабиться. У него произошла семейная ссора, которую ему пришлось прекратить. Затем он попал в автомобильную аварию с подростками, и ему нужно было успокоиться, а позже ему пришлось арестовать нескольких парней за пьянство и нарушение общественного порядка.
Это было много, и между всем этим он все еще пытался придумать, как добиться счастливого конца для Хоуп. Щенку нужен был дом и семья. Его первой мыслью было, что они могли бы найти ей дом в качестве полицейской собаки, но свободных мест для щенка не было. И это все равно означало бы, что щенку все равно придется жить в вольере. Это было не то, чего хотел для нее офицер Гарибальди, но он уже терял всякую надежду. Как он собирался добиться хорошего результата для щенка? Вы будете удивлены, откуда взялся ответ. В то утро, когда его смена закончилась, офицер пошел забрать щенка из отдела связи. Он зашел внутрь, а она крепко спала на коленях у одного из диспетчеров. Похоже, они поладили, пока офицер боролся с преступностью. С самого первого дня, когда они присматривали за ней, пока офицер был на дежурстве, у диспетчера уже начала складываться связь с щенком. Теперь пришло время признать правду. Несмотря на трудности, Хоуп наконец-то обрела свою семью. Диспетчер и ее семья были безмерно рады приветствовать ее в своем доме, что стало приятным завершением ее путешествия. Еще лучше стало то, что Хоуп смогла регулярно видеться со своим лучшим другом, офицером Гарибальди. Это был идеальный финал для этой трогательной истории. Спасибо, что посмотрели. Присоединяйтесь к нам снова, чтобы узнать еще больше невероятных историй.